На территории Калининградской области реализуется проект программы «Интеррек» «Инновационные модели передачи бизнеса для малых и средних предприятий в регионе Балтийского моря». В рамках проекта Ассоциация центров поддержки предпринимательства консультирует предприятия по вопросам передачи бизнеса. Мы рассказываем об успешных примерах перехода предприятия от одного собственника к другому и о второй жизни малого бизнеса, обеспечивающего устойчивость и сохранение рабочих мест. Ателье создали как бизнес в 1993 году. Занимались всеми видами одежды. Бизнес продолжался, мы работали, строили свой бизнес, подбирали коллектив профессионалов, но поработав, 90-е годы были для всех очень сложными, и они для нас не прошли просто. В 2017 году я стала приходить к мысли, что мне пора уже по состоянию здоровья, по возрасту уходить и кому-то бизнес оставлять. Мысль, конечно, первая была о том, что бизнес оставить членам семьи, своей или компаньона. Как-то не проявили желания продолжать это дело, и я стала думать о том, где мне найти правопреемника. Я обратилась в Ассоциацию центров поддержки с просьбой помочь мне в этом вопросе. Да, они мне оказали консультационные какие-то моменты, как это можно провести. Тут неожиданно, конечно, я, может быть, на какое-то время забыла о том, что у меня есть работник в моем же коллективе, художник-модельер Катерина Пономарева. Активно взялась за работу. Я видела, что ей все интересно. Я ей показывала все, как говорится, возможности, моменты. С этой мыслью назначила ей встречу. Мы с Катериной встретились. Для нее это было неожиданное предложение. Она даже испугалась сначала. Я, как говорится, встала, вышла, а Екатерина встала и зашла в новом качестве хозяйки бизнеса. В 2008 году мы познакомились с Лидией Константиновной. После собеседования Лидия Константиновна меня пригласила на работу. И с 2008 года началась моя работа в ателье. К 2018 году у меня уже было 3 детей. И тут поступило неожиданное предложение от Лидии Константиновны стать владелицей этого ателье. Было нелегко принять решение, поскольку на тот момент я занималась ребенком. Но здесь были, конечно же, и плюсы, потому что коллектив я уже весь знала, мы с ним уже сработались. И здесь в ателье уже была своя клиентская база. В то же время были свои сложности. Конечно же, недостаток финансовых ресурсов, и не было опыта в управлении. Финансовые сложности мы решили путем взятия кредита и плюс собственные средства были задействованы. А недостаток в опыте управления, он достигается каждый день, мы решаем это и учимся. Но самое главное, я вижу, куда двигаться дальше, и много планов по развитию. И я уверена, что мы сможем их осуществить, поскольку у нас сплоченный коллектив, который решает самые сложные и интересные задачи от наших любимых заказчиков.